Добро пожаловать на передачу «Истина Евангелия» с Эндрю Уоммаком, основателем служения, которое уделяет особое внимание безусловной Божьей любви и благодати. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на нашей передаче «Истина Евангелия». Сегодня я хочу поделиться с вами одной из самых важных истин, которую мне когда-либо открывал Господь. Да, я говорю так о многих истинах, о которых учу, и они действительно все важны, потому что есть множество важных аспектов для того, чтобы жить в избытке и благословении, как Бог предназначал нам. Но позвольте мне немного сказать о себе. Я родился свыше, когда мне было 8 лет, и я искренне обратился ко Христу. И на следующий день, когда я пришел в школу, я учился в 3 классе, мои друзья заметили во мне разницу и стали спрашивать, что случилось. И я ответил им, что родился свыше. То есть в моей жизни произошла видимая перемена. Но потом я забуксовал. Я стал религиозным. Думал, что для того, чтобы Бог принял меня, мне нужно заслуживать Его благоволения своими добрыми делами. Я был как белка в колесе, все время старался, но так и не мог ощутить, что Бог мной доволен. 10 лет спустя, когда мне исполнилось 18 лет, я перестал полагаться на свои дела и покаялся пред Богом в своем лицемерии. И когда это произошло, то я ощутил Божью любовь, принял крещение Святым Духом. Я принял силу Божью, и она радикально меня изменила. 4,5 месяца после этого я буквально купался в Божьем присутствии. Кто-то думает, что после таких переживаний я стал жить припеваючи, вот и нет. В моей жизни стал разрастаться внутренний конфликт, потому что, с одной стороны, я ощутил Божью любовь, силу, радость. Все это я ощутил. С другой стороны, все это я ощутил, когда понял, насколько был самоправедным лицемером. И когда понял свое жалкое состояние, я пережил прекрасное прикосновение от Бога и общение с Ним. Но через 4,5 месяца эти чувства и эмоции ушли, и теперь я пытался примирить ощущение сердца и веру ума, потому что меня всегда учили, что Бог любит меня в зависимости от того, насколько я свят. А то, что я ощутил, было совершенно другим. И как будто произошло столкновение моих ощущений и моего ума. Скажу, что то, что вы ощущаете, конечно, важно. В притчах 23:7 сказано, что каковы мысли человека, таков и он сам. Поэтому важно то, что вы думаете. Есть множество других стихов, которые подтверждают эту мысль. Неважно, какое переживание в Боге у вас было. Дело в том, что ваша жизнь все равно пойдет в соответствии с вашим мышлением. Это утверждение само по себе является важнейшей истиной. Незнание этого ведет к тому, что большинство людей не охраняют своих мыслей, поэтому они смотрят мирские фильмы все подряд, читают там всякие живые журналы, сидят в интернете часами, обнажая свой ум для мыслей и концепций, совершенно противоположных тому, чего они хотели бы видеть в своей жизни. И потом они не могут понять, почему их жизнь идет в нежелательном направлении. Это потому, что если себя вкладывать в мусор, то мусор будет выходить из вас. Потому что, согласно Библии, каковы мысли ваши, такова и будет ваша жизнь. Я хоть и переживал прикосновение от Бога, но мои мысли и мышление осталось необновленным. Не бывает так, чтобы кто-то махнул волшебной палочкой, и вот ваши мысли изменились. И хотя ваш опыт и обстоятельства могут повлиять на ваши мысли, но не могут насильственно изменить ваше мышление. Мышление — процесс систематичный, и вам нужно менять его и обновлять. В Римлянах 12:2 говорится, что через обновление ума вы будете обновлены и изменены. Преобразитесь. В греческом слово «преобразуйтесь» слово «метаморфоза», то есть обновление мышления буквально преобразит вас в другой образ. Это подобно тому, как гусеница сплетает кокон и превращается в прекрасную бабочку. Знаете, если вы хотите вот так превратиться в существа, которое подобно гусенице, которая ползает по земле, прекрасную бабочку, которая летает, это возможно через преобразование ума. Все это я говорю, чтобы показать вам, что я пережил Божью силу и милосердие, пережил Божье присутствие, но мое мышление было противоположно моим ощущениям. Если бы Бог не показал мне истину
которую я назвал «дух, душа и тело», то я абсолютно убежден, что потерял бы это переживание Божьего прикосновения. Поэтому это откровение о духе, душе и теле изменило меня. И я уверен, что оно может преобразить каждого человека. В моем понимании, это откровение одно из самых мощных и фундаментальных. Позвольте мне лишь кратко сказать о некоторых стихах. В 1 Фессалоникийцам 5:23 Павел говорит, что Бог мира, чтобы осветил вас в полноте, ваш дух и душу и тело во всей целости. Можно учить о многих важных принципах, основываясь на этом стихе. Я лишь хочу обратить ваше внимание, что из него вытекает, что у вас есть дух, душа и тело. Не две части, а три части. Дух, душа и тело. Обычно большинство людей признают существование души и тела. То, что у каждого есть тело, очевидно. Вы видите мое тело, в зеркале видите ваше тело, высокое, низкое, там, толстое, тонкое, женское, мужское. И все мы знаем, что есть еще одна часть, которая не просто физическая. Например, у вас все может быть в порядке, вы можете быть в добром здравии, и кто-то может сказать вам слово, которое разобьет ваше сердце. При этом он и пальцем вас не тронет, и вы ощутите боль и страдания, хотя они не будут физическими. Это и есть ваша душа, внутренняя часть, которая есть у каждого, и каждый человек об этом знает. И вы инстинктивно и автоматически знаете, в каком состоянии ваша душа или тело. Вы знаете, что они есть у вас. Если я спрошу любого из вас, как вы поживаете, вы не скажете мне: дай мне помолиться, взыскать Господа, я свяжусь с тобой через неделю и скажу, как я поживаю. Никто так не делает. Вы сразу знаете, болит у вас что-то или нет. Вы всегда на связи со своим телом. Вы можете спать. Если у вас что-то заболит, вы проснетесь. Если я вас спрошу, как вы себя чувствуете, вы не будете молиться неделю и давать мне ответ через неделю. Вы уже сразу его знаете. Вы знаете, грустно вам или весело, воодушевлены вы или расстроены. Вы постоянно на связи со своей душой и телом. И вы знаете, в каком они состоянии. И никто не станет спорить, что у человека есть душа и тело. Но согласно Писанию, вы состоите из трех частей. И есть множество стихов, которые подтверждают, я уже цитировал вам 1 Фессалоникийцам 5:23, там четко показано, что у вас есть дух, душа и тело. И вот духовная часть в вас, вы не можете ее знать, у вас нет с ней связи. Если бы я спросил вас, как ваш дух поживает, большинство бы из вас не знали, что сказать. Либо перепутали бы дух и душу, как некоторые это делают. Они думают, что душа и дух одно и то же. Большинство людей признают себе наличие тела и души, но Библия учит, что у нас три части. Вот причина, почему это важно. Как я уже говорил, однажды я пережил чудесное прикосновение Бога. Я ощутил, что Бог со мной, что Он любит меня. Но однажды эти чувства ушли. Я мог бы долго объяснять, почему Бог не хочет, чтобы вы были ведомы ощущениями и чувствами. В Библии, в Иоанна 6:63, Иисус говорит, что Дух дает жизнь, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Иисус подчеркнул важность Духа пред плотью, которая здесь означает и душу, и тело. Плоть — это объединяющее понятие здесь, включающее в себя душу и тело. Но Дух — та часть вас, которая дает жизнь, источник жизни. И вот почему это откровение так повлияло на мою жизнь. Я узнал, что есть еще третья часть меня, которой я ничего раньше не знал. Знаете, если вы хотите узнать, на что похоже ваше тело, нужно лишь посмотреть в зеркало. Но в зеркале вы не увидите своего духа. Вы не можете глазами видеть ваш дух, не можете ощутить его чувствами или эмоциями. Как же узнать, какой у вас дух? Римлянам 8:6. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Что значит помышление духовное? Вернемся к Иоанна 6:63. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Если хотите узнать,
какой у вас дух. Читайте Слово Божье и верьте тому, что там сказано. Если хотите узнать, причесаны вы или нет, вы ведь не полагаетесь на чувства. Вы в зеркало смотрите, и в зависимости от этого поступайте соответственно, что вы там увидели. Также вы не можете полагаться на ваши ощущения и чувства, если хотите узнать, каков ваш дух. Знаете, я мог бы неделями рассказывать о Духе, но пусть вам Дух Святой покажет вам это сверхъестественным образом, потому что большинство людей не знают, каковы они в Духе. Они привыкли полагаться на свои чувства, но у вас еще есть третья часть вас, ваш Дух, который полностью изменен. И это знание ключевое в наших взаимоотношениях с Богом. Иисус сказал в Иоанна 4:24, «Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь». Простите, это Иоанна 6:63. Это я думал про Иоанна 4:24. Это на меня затмение, наверное, нашло. Видите, мое тело и душа несовершенны, да? Но Иоанна 4:24, там сказано, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Бог есть Дух, и Он смотрит на вас в духовной сфере. Бог не оценивает вас по вашему телу. Это важно понимать. Есть один стих в Ветхом Завете, к сожалению, не могу точно вспомнить именно, по-моему, Амос 3:3. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Бог есть Дух, и Он смотрит на вас в Духе». Все мы состоим из тела, души и духа, но большинство из нас обращает внимание на тело. Большинство из нас думает, что в первую очередь физическое важно, как мы выглядим, как поступаем, что мы ощущаем эмоционально. И мы думаем, что это и есть настоящие мы. У нас есть одно впечатление о себе из-за этого. Но Бог смотрит на нас в Духе, поэтому нам сложно с Ним согласиться. В Духе вы совершенно новое творение. 2 Коринфянам 5:17 там говорится, «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». О чем здесь говорится? О вашем теле. Если вы были мужчиной до спасения, то ими останетесь после спасения. Ваше тело не изменилось. Если до спасения вы были толстым, то и после спасения останетесь толстым. Эта часть вас не изменилась и не стала всем новым. Речь также не идет и о вашей душе. Если вы были общительным до спасения, то и после останетесь общительным. Если вы были интровертом, то и после спасения им останетесь. Хотя это качество и можно изменить после спасения, но это происходит постепенно. Можно сказать так, что если вы до спасения были глупым, то и после спасения глупым останетесь, если не будете обновлять свой ум. У вас остаются прежние мысли, ваша душа будет медленно меняться через обновление ума. То есть есть метод исключения, которым мы понимаем, что тело остается прежним, душа не изменилась, однако Библия утверждает во 2 Коринфянам 5:17, что если вы во Христе, все старое прошло, теперь все новое. Не пройдет, не будет проходить, а уже прошло. Древнее прошло, вот все новое. Не кое-что новое, а именно все новое. Этого нельзя сказать о вашем теле. Этого нельзя сказать о вашей душе, менталитете, эмоциях. Но есть третья часть вас, это ваш дух. И этот дух стал совершенно новым. И он результат Божьего труда и только Его труда. Опять возвратимся к Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и Он видит вас в Духе, и в Духе общается с вами, вы Его творение. Ефесянам 2:8 там говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру, сей не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И дальше говорится, «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Наше тело и душа находятся под влиянием Духа, они в процессе изменения, но они не стали Божьим творением в полноте. Но в Духе вы совершенно новый, полностью новый. Вы новый вид существ, который еще не существовал раньше. Ефесянам 4:24 сказано, «И облечься в нового человека». Это говорится о той части вас, которая спаслась и родилась свыше. И дальше, созданного по Богу, праведности и святости истины.
Это важное утверждение. Я встречал многих людей, которые умоляли Бога: «Господи, сделай меня праведным, сделай меня святым». И это потому, что они исследуют себя в сфере души и тела, а там нет совершенства ни в мыслях, ни в делах. Они молятся о совершенстве телесном, но все работает совсем не так. Вы изменились внутри, в духе были созданы праведным и святым. Ваш дух чист, свят, праведен сейчас и будет таким всегда в вечности. Ваш дух совершенен. В нем нет греха, в нем нет изъяна, страха, депрессии, разочарования. В вашем духе нет ничего плохого и негативного. В вашем рожденном свыше духе вы идентичны Иисусу. Уверен, что кто-то уже зашипел на меня за те слова. Ну, тогда вот вам стих из 1 Иоанна 4,17. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение видеть суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «поступаем» отсутствует в других переводах, оно добавлено переводчиками. То есть мы в мире сем, как Он, не будем поступать, не будем такими потом когда-нибудь, а именно уже сейчас в мире, как Он. Есть другие стихи, где говорится, что наше тело изменится, что мы познаем, как сами познанные, 1 Коринфянам 13 глава. Все это в будущем. Но сейчас, 1 Иоанна 4,17, мы в мире сем, как Иисус. В этом мире. Этот стих нельзя понять правильно, если вы думаете только о душе и о теле, потому что ваше тело не как у Иисуса. 1 Коринфянам 15:53 говорит: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Ваше тело изменится во мгновение ока». 1 Коринфянам 13 сказано, что мы познаем все, как сами познанные, но это точно не так сейчас. Ваша душа и тело проходят изменения, но оно произойдет окончательно, когда мы будем с Господом. Мы получим новое прославленное тело, но это будет в будущем. Но Писание говорит, что как Он в этом мире, так и мы. Единственный способ понять эти слова — это понять, что речь идет о вашем духе. Ваш дух уже изменился, ваше спасение на одну треть совершилось. Когда вы умрете и будете с Господом, либо когда Господь придет на землю, ваше тело будет изменено. Ваш ум изменится, но ваш дух уже сейчас такой, какой будет в вечности. Он идентичен Иисусу. Каков Иисус, таковы и вы в духе. И знаете, когда я это понял, моя жизнь действительно изменилась благодаря этому откровению, изменилась совершенно. Однажды я пережил прикосновение от Бога. Я познал, что Бог прекрасен. Я знал, что Бог любит меня, знал, что у Бога есть сила. Но я смотрел на себя в моем теле и в душе. И при этом я не всегда правильно поступал, правильно мыслил, правильно говорил. И поэтому я не мог понять, как святой, праведный Бог может любить меня, когда у меня столько недостатков. Но дело в том, что Бог смотрел на мое сердце, а я смотрел на свою плоть. Бог есть Бог, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться. Не могут, нежелательно поклоняться, чтобы получить лучшие результаты, но должны поклоняться Ему в Духе и истине. Когда я понял, что в Духе я изменился, что Бог в Духе смотрит на меня и принимает меня потому, кто я в Духе, потому что сделал Он в моем рожденном свыше Духе. Когда я стал смотреть не на свои дела, а на то, что сделал для меня Христос и кто я во Христе, это коренным образом изменило мои взаимоотношения с Богом. Впервые я смог вообще согласиться с тем, что Бог любит меня. До этого я пережил Божью любовь, но не мог ее понять. Матфея 13:19 Иисус рассказывает притчу о сеятеле. Иисус говорит, что люди, которые не понимают Слова, к ним тотчас приходит сатана и похищает Слово. Если вы чего-то не понимаете, вы это потеряете. Сатана украдет это у вас. И я тоже едва не потерял свой чудесный опыт и переживания, потому что не мог понять, почему же Бог может любить меня.
Я сам себе не нравился, потому что видел в себе множество плохого. Но это потому, что я оценивал себя по плоти, по внешнему человеку. Я не видел себя во Христе. И когда я понял это откровение о духе, душе и теле, и понял, что теперь я в духе, как Он, не буду таким, но уже сейчас такой в духе. И теперь я смог понять, почему Бог любит меня и может любить меня, потому что я новое творение. Он смотрел и оценивал меня потому, кто я в духе, а в духе я создан в праведности, истинности и святости. Ефесянам 4:24. 1 Коринфянам 6:17, там сказано, «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Греческое слово «один», «хес», означает «единый», исключающий других. Мы не просто похожи. У меня не просто немножечко Божьей силы во мне. В духе мы идентичны, как Он, грамм к грамму, молекула к молекуле, если таково имеется в духе, мы идентичны Иисусу. Когда я это понял, то мои взаимоотношения с Богом изменились, потому что я понял, что был создан в праведности, истинной святости. Бог может любить меня, потому что Он смотрит на меня не по плоти, но потому что смотрит на меня как на новое творение в духе. И дальше я стал понимать еще больше. Например, что сила Божья не где-то там, и мне нужно молиться и стараться своими делами ее потянуть к себе, но эта сила уже во мне. И гораздо легче привести в действие то, что внутри вас уже есть, чем пытаться получить то, чего у меня нет, как, по крайней мере, я считал. Это понимание изменило весь мой подход к тому, как высвобождать Божью силу и применять ее. И все христианство свелось к одной простой истине. В духе я настолько свят, настолько это возможно. Я праведен, как сам Иисус. У меня есть Его вера, сила и помазание. Все это есть в моем духе. И все, что мне нужно делать, это обновлять свой ум. Вот три части: дух, душа и тело. Ваш дух совершенен, когда вы рождаетесь свыше. Если вы согласуете свой ум с духом, то уже будет двое против одного. Это будет большинство, и ваше тело тогда будет исцелено. Вы будете иметь мир, радость, силу, помазание Божье. Оно будет простекать через вас. Но если ваш дух вот здесь, вы кричите: «Но я же ничего не чувствую, я ощущаю, что болен». Врач говорит то же самое. Если ваш ум будет в согласии с плотью, дух останется в меньшинстве. И даже хоть у вас в духе будет жизнь Божья, она будет отключена. Поэтому все сводится к обновлению ума. Мой дух уже совершенен, и если мне удастся привести в согласие мой ум с духом, единство у них будет большинство, и я начну видеть действие Божьей силы. Как сказано в Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благоугодная и совершенная». Это откровение, как я уже сказал, одно из самых важных в моей жизни. К вашим услугам мы предлагаем учебный материал по этой теме. Это откровение изменит вашу жизнь, как однажды изменило мою. Прослушайте объявление, как получить эти материалы. Надеемся, наша передача вдохновила вас. Книгу «Дух, душа и тело» можно приобрести по цене 130 рублей. За информацией, как получить эту книгу, а также другие материалы нашего служения, пишите нам по электронной почте. Адрес нашей электронной почты awmrussia@gmail.com. Вы также можете позвонить нам по телефону. Код города 812, телефон 371 6104. Вы также можете написать нам по адресу 196 084, город Санкт-Петербург, абонентный ящик 382. Если вы хотите воспользоваться своей кредитной карточкой, предлагаем вам посетить наш веб-сайт www.awme.net. Нажмите на русский флаг с правой стороны, и вы увидите, какими материалами на русском языке мы располагаем на данный момент. Эндрю Уоммаку проповедует Слово Божие уже более 40 лет. С 1978 года, когда было основано служение, с помощью откровения и помазания от Господа он преподносит великие истины Слова Божьего с простотой и ясностью. И сегодня его призвание очевидно – учить Церковь, тело Христа, истинам Евангелия, уделяя особое внимание безусловной любви Бога и равновесию между благодатью и верой. Книги Эндрю были переведены на 36 языков,
а передачу «Истины Евангелия» смотрят по всему миру. Мы очень рады, что теперь можем транслировать ее и в России. Надеемся, что вы присоединитесь к нам каждый день, в то время как мы продолжим приносить вам истину Евангелия. If you are watching this program in an English-speaking country, you can use your credit card to order resources by contacting either our UK or US offices. Please remember that you must do this using the English language. To contact our UK office, call our helpline at 01922473300. When calling from outside the UK, you must dial your international calling code, then 441922473300. Helpline hours are from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. You may prefer to visit our website, where you can order ministry materials using your credit card 24 hours a day, 7 days a week at www.awme.net. When you go to our website, click on the Russian flag on the right side to see the Russian language resources. In the United States, you can get resources by calling our helpline at 719-635-1111, or you may prefer to visit our US website at www.awmi.net. On the main page, click on Foreign Language Resources, then click on the Russian flag. While you are on our website, check out all the other ministry resources available to you. To write us at our US office, our address is Andrew Uommaku Ministries, P.O. Box 3333, Colorado Springs, Colorado 80934. To write us at our UK office, our address is AWME, that's Andrew Uommaku Ministries of Europe, P.O. Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England. We hope to hear from you today. Пожалуйста, настраивайтесь на нашу передачу в следующий раз, и мы продолжим приносить вам истину Евангелия. Он хочет общения с вами, взаимоотношений. Вы можете все настолько забить в формы, что у вас никогда не будет живого истинного общения с Богом. И, как я сказал, моя тема называется «Как лучше молиться». Все, против чего я выступаю здесь, я сам когда-то делал. Когда я впервые загорелся Богом, впервые я знал, что нужно больше проводить времени в молитве, поэтому я установил себе время, поставил будильник. По-моему, я собирался молиться с 7 до 8 или до 9 часов. Каждый день молиться по 1-2 часа в день. Я собирался заставлять себя входить в общение с Богом. Да, наверное, в этом была какая-то польза. В том смысле, что я хотя бы пытался общаться с Богом. Но знаете, заставляя себя так молиться, я стал с ужасом ожидать того времени, когда нужно было молиться. До того, как я принял крещение Святым Духом, стал молиться на языках, молиться умом было тяжело. Вы успеете помолиться за весь мир за полчаса. Когда я впервые решил молиться по часу в день, то завел будильник и сел молиться.